Приветствую вас всех, уважаемые садоводы и огородники моего канала. И сегодня я вам хочу показать, чем я буду обрабатывать свою капусту от гусениц. К сожалению, несмотря на то, что я предпринимал многие попытки избежать этого, к сожалению, все-таки у меня появились из 40 растений на 10 у меня появились гусеницы. Они обычно обитают у нас на обратной стороне листа. Именно сюда откладывают бабочки свои гусеницы-личинки. И потом они переползают сюда вот в сердцевину. Давайте я для начинающих быстренько расскажу про этих бабочек. В мае или начале июня, смотря какая погода, бабочки, белянки или совки откладывают тысячи яиц на внутренней стороне листьев, которая повернута к земле. Из яиц выводятся гусеницы, которые начинают грызть капусту. Личинки-совки находятся внутри кочанов, также нанося им ощутимый вред. Чтобы избавить культуру от нашествия, необходимо принимать срочные меры, иначе можно остаться без капусты. Капустные листья подвергаются нападкам со стороны гусениц двух видов. Капустная совка. Сама совка представляет собой ночную бабочку с крыльями коричневого цвета. Вот такие вот гусеницы у меня, к сожалению, появились на капусте, но это гусеницы, бабочки-капустницы или бабочка-белянка еще и называют. За весь теплый период капустная совка способна до 3 раз откладывать яйца в качан. Из яиц в течение 1 недели появляются гусеницы. В длину такие создания достигают 3,5-4 см. Окрас тельца у гусениц коричневый или серый, активно питаются они в ночное время суток. Капустница-бабочка-белянка относится к числу дневных разновидностей. Ее главным отличием является характерный белый окрас крыльев с темными пятнышками. Как и капустная совка, это насекомое откладывает яйца 300-500 штук трижды за сезон. Кладку самка располагает на обратной стороне листа. При этом в течение недели из них вылупляются гусеницы, вырастающие до 4 см в длину. Это та гусеница, которую я вам показал, но она еще маленькая. Сегодня я буду применять препарат, который называется битоксибациллин. Бактериальный препарат, предназначенный для защиты растений от повреждений гусеницами и личинками насекомых вредителей сельскохозяйственных культур. Применять препарат можно в любую фазу развития растений на участках, расположенных в непосредственной близости от ягодников, мест массового отдыха и водоемов. То есть он безопасен. В почве препарат быстро разлагается, не загрязняет окружающую среду. Современная промышленность выпускает несколько действенных микробиологических препаратов от гусениц на капусте и других вредителей садово-ягодных культур. Энтеробактерин, лепидоцит, битоксибациллин и фитоверм. Битоксибациллин выпускается в 2 видах – в порошке и в жидком состоянии. Лучше берите в ампулах, намного проще и быстрее разводится, потому что несмотря на то, что я очень много мешал, все равно забивался опрыскиватель. Битоксибациллин применяют способом опрыскивания. Растения рекомендуется обрабатывать в утренние или вечерние часы. Применение препарата не рекомендуется при температуре воздуха ниже плюс 13 градусов и при осадках в виде дождя или обильных роз. Если в течение первых 2 дней после обработки выпали осадки, то следует провести повторную обработку. При обработке необходимо придерживаться норм расхода рабочей жидкости. Эффективность препарата зависит от качества обработки, возраста вредителя, вида вредителей и погодных условий. Максимальный защитный эффект достигается при обработке растений в ранние сроки развития гусениц 1-3 возраста. Как правильно развести битоксибациллин? Значит, необходимо 40-50 грамм развести на 10 литров воды. У меня здесь 15 грамм, поэтому я развел на 3 литра воды. Расход пол-литра, 1 литр на 10 квадратных метров. Также для лучшего прилипания к листве капусты нашего препарата я буду использовать липосам. Это тоже биопрепарат-прилипатель, так называемый. Конечно, можно использовать хозяйственное мыло или зеленое мыло продается, но я советую вам использовать прилипатель. Он намного эффективнее и выдерживает даже несколько дождей. Для чего я рекомендую вам использовать прилипатель? Дело в том, что при опрыскивании
все капельки нашего препарата будут просто-напросто скатываться по листве капусты, а благодаря прилипателю он просто прилипнет к листу. Какое количество необходимо использовать прилипателя для нашего препарата? Кстати, они вместе совместимы. В общем, норма такая: 5-10 мл на 5-10 литров воды. То есть 1 мл на 1 литр воды. Так как я использую здесь 3 литра воды, то я буду использовать 3 мл прилипателя. Добавляем теперь прилипатель сюда к препарату, и все необходимо тщательно перемешать. Когда будете заливать это все в опрыскиватель, не забудьте воспользоваться марлей для того, чтобы отсеять мелкие частицы, которые не растворились в воде. Так как мы используем сегодня препараты, которые у нас относятся к категории био, то я вам советую использовать воду, которая не содержит хлора. Используйте воду либо поливную, либо дождевую, что еще лучше, конечно же. Теперь мне осталось заполнить опрыскиватель и идти опрыскивать свою капусту. Теперь приступаем к опрыскиванию нашей капусты. Опрыскивать лучше всего либо в утренние часы, либо в вечерние, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листве капусты. Стараемся, чтобы наш препарат попал не только с внешней стороны листа, но и с внутренней, там, где у нас откладывают бабочки, личинки гусениц. А также, если они уже появились, то обязательно хорошенько пролейте этим препаратом саму сердцевину капусты. Гусеницы крайне прожорливы. Для перехода в состояние куколки и таким насекомым необходимо большое количество энергии, которое они получают, постоянно питаясь листьями. Гусеницы капустной совки вылупляются внутри кочана. Здесь же они питаются, прогрызая ходы в мягкой части листков. В процессе такого приема пищи гусеницы выделяют продукты жизнедеятельности, которые приводят к загниванию поврежденной листвы. Личинки-белянки рождаются с обратной стороны листов. Сначала гусеницы держатся группкой и соскабливают с листков верхний слой. По мере роста личинки расползаются и переходят на верхнюю часть листа, сгрызают всю мякоть, оставляя только жесткие прожилки. Решил я вам показать результат, конечно же. Как видите, гусеница мертва, что и требовалось, конечно же, доказать. Так что пользуйтесь этим препаратом, вы не пожалеете. Желаю вам всем больших и хороших урожаев в этом году. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.